Богатый бизнесмен Дэвид Хантер вернулся домой позже обычного. Прием, на который его пригласили, закончился раньше, чем он рассчитывал. Все это время он слушал однообразные речи партнеров, чьи слова тонули в хрустале бокалов и шелесте дорогих тканей. Мраморные залы, ослепительные люстры, музыка и вежливые улыбки — все казалось ему пустым, мертвым театром, где каждый играл роль и ни один звук не был настоящим. Он мечтал только о тишине и покое. Войдя в пентхаус, расположенный высоко над шумным городом, Дэвид с облегчением сбросил галстук, ощущая, как с ним уходит остаток напряжения дня. Огромные окна квартиры отражали огни мегаполиса, а холодный интерьер напоминал скорее выставочный зал, чем дом, в котором растет ребенок. Он хотел пройти незаметно, не тревожа никого, но внезапно почувствовал чью-то руку у себя на лице. В полумраке перед ним стояла молодая горничная Эшли, недавно нанятая персоналом агентства. Она выглядела напуганной, но в ее глазах читалась решимость. Она указала жестом, чтобы он молчал, и прислушалась к чему-то внутри квартиры. Дэвид недоумевал, пока не понял причину. По коридору, шатаясь и едва держа равновесие, шел его маленький сын, Оливер. Мальчик двигался медленно, с закрытыми глазами, будто в чужом мире. Эшли следила за каждым его шагом, боясь, что он подойдет слишком близко к лестнице или к стеклянной стене. Она рассказывала, что это повторялось каждую ночь. Оливер вставал и бродил по дому в состоянии лунатизма. Девушка оставалась после работы добровольно, без приказа и оплаты, лишь для того, чтобы оберегать ребенка от опасности. Дэвид наблюдал, как сын идет, спотыкаясь, а потом на ощупь тянется к невидимой фигуре, словно ищет защиту. Впервые бизнесмен увидел, каким потерянным и хрупким выглядит его мальчик. Все это время он верил, что дорогие игрушки, лучшие школы и личные охранники дадут Оливеру все необходимое. Но истина была иной. Ребенок рос одиноким в холодных стенах пентхауса, наполненного богатством, но лишенного тепла. Эшли тихо возвращала мальчика в постель, а Дэвид, не в силах отвести взгляд, чувствовал, как привычная броня равнодушия рушится. Слова девушки о том, что детям важнее не подарки, а близость, не были упреком, лишь простой правдой, которой он боялся. Она задела его сильнее любых обвинений. Когда Оливер сонно потянулся к нему, вцепившись в его рубашку, Дэвид ощутил, что за долгие годы впервые нужен кому-то не как источник денег или силы, а как отец. Его сердце болезненно сжалось от осознания, что все это время он был рядом, но в то же время бесконечно далек. В ту ночь он впервые усадил сына на руки и долго не отпускал, слушая его ровное дыхание. Город за окнами жил своей стремительной жизнью, но внутри пентхауса наступила тишина. Дэвид понял, пора начать все заново. Не как безупречный бизнесмен, не как хозяин роскошной жизни, а как человек, чье главное предназначение — быть отцом. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.